Мы привыкли видеть их на экранах идеальными, сильными, красивыми и непобедимыми. Но за кадром сценарий их жизни порой оказывается драматичнее любого сериала. Сегодня мы поговорим о 10 южнокорейских актерах, которые столкнулись с тяжелыми, а в некоторых случаях полностью неизлечимыми заболеваниями. Они не просто живут с этими диагнозами, но и продолжают радовать нас своими ролями, демонстрируя невероятную силу воли. 10 место. Чхве Сон Вон – невероятно талантливый актер, который полюбился зрителям благодаря своей яркой роли в культовой дораме «Ответ» 1988. Его жизнь кардинально изменилась в мае 2016 года, когда прямо во время съемок он почувствовал сильное недомогание. Врачи поставили страшный диагноз – острый лейкоз, то есть рак крови. Актер немедленно приостановил карьеру и сосредоточился на лечении. Спустя год изнурительной борьбы он объявил о ремиссии и вернулся к работе, подарив фанатам огромную надежду. Однако судьба подготовила новый жестокий удар. В 2020 году случился рецидив. Ему пришлось перенести сложнейшую операцию по пересадке стволовых клеток. Сегодня он продолжает свою упорную борьбу за здоровье, проходя регулярные обследования. Его история вдохновляет миллионы людей не опускать руки и верить в лучшее. 9 место. Пак Садам – потрясающая актриса, которая покорила весь мир своей игрой в оскароносном фильме «Паразиты». В конце 2021 года, когда ее карьера находилась на пике, врачи выявили у нее папиллярный рак щитовидной железы. Этот пугающий диагноз прозвучал как гром среди ясного неба прямо накануне премьеры ее нового проекта. Актриса была вынуждена экстренно лечь на операцию и отменить все публичные мероприятия. Процесс восстановления оказался не только физически изнуряющим, но и крайне тяжелым моральным испытанием. Ей потребовалось несколько долгих месяцев полного покоя, чтобы заново обрести голос и восстановить утраченные силы. К огромному счастью поклонников, она проявила невероятную внутреннюю стойкость, успешно преодолела все последствия тяжелой болезни и триумфально вернулась к съемкам, став настоящим символом непоколебимого мужества и веры в себя. 8 место. Ан Сон Ги – настоящая легенда южнокорейского кино. За свою долгую и блестящую карьеру этот великий мастер успел сняться в более чем 150 фильмах. Однако самой сложной и изнурительной ролью в его жизни стала борьба со страшным недугом. В 2019 году у актера диагностировали рак крови или лейкемию. Несмотря на тяжелейшие курсы интенсивной химиотерапии и временные периоды улучшения, коварная болезнь продолжала разрушать его организм. Удивительно, но даже испытывая сильную боль и слабость, он продолжал изредка появляться на публике, стараясь скрыть свое состояние от прессы и не расстраивать преданных фанатов. К огромному сожалению, болезнь оказалась намного сильнее. В январе 2026 года, в возрасте 74 лет, сердце выдающегося актера остановилось. Его безграничная преданность своей профессии навсегда останется в наших сердцах. 7 место. Ким У Бин – один из самых востребованных и харизматичных актеров Южной Кореи, чья блестящая карьера внезапно оборвалась на самом пике популярности. В мае 2017 года врачи озвучили ему шокирующий и страшный диагноз – рак носоглотки. Это редкое онкологическое заболевание потребовало немедленного вмешательства. Актер полностью прекратил все съемки и публичные выступления, чтобы бросить все силы на спасение своей жизни. Он прошел через невероятно тяжелый курс лечения, включающий 35 сеансов лучевой терапии и 3 курса мощной химиотерапии. Этот изнурительный процесс стал огромным физическим и психологическим испытанием. Благодаря своевременному лечению, огромной силе воли и поддержке близких людей, Ким У Бин смог победить болезнь и выйти в стойкую ремиссию. Его возвращение на экраны стало праздником для миллионов преданных поклонников. 6 место. Мун Гын Йон, которую зрители с любовью прозвали «маленькой сестренкой нации». В феврале 2017 года талантливая актриса была вынуждена экстренно отменить все свои театральные выступления из-за внезапной и невыносимой боли в правой руке. После обследования врачи поставили пугающий диагноз – острый компартмент-синдром. Это крайне опасное и угрожающее жизни состояние, при котором критически нарушается кровообращение в тканях, что может быстро привести к некрозу и последующей ампутации конечности. Чтобы спасти руку, актрисе пришлось перенести 4 сложнейшие экстренные операции подряд. Длительный период реабилитации потребовал от нее колоссального терпения и внутренней силы. Хотя самое страшное уже позади, это коварное заболевание требует постоянного контроля и бережного отношения к своему здоровью на протяжении всей оставшейся жизни.
5 место. Пак Хван Хи – очаровательная актриса, получившая огромную известность после съемок в популярнейшей дораме «Потомки Солнца». В начале 2019 года она шокировала своих преданных поклонников откровенным признанием: у нее диагностирована фибромиалгия. Это крайне тяжелый и неизлечимый хронический болевой синдром, который вызывает изнуряющую боль во всем теле, постоянную хроническую усталость, тяжелую бессонницу и даже депрессию. Заболевание не поддается полному медикаментозному лечению, поэтому актрисе приходится прикладывать нечеловеческие усилия каждый божий день, чтобы просто вести нормальный образ жизни и продолжать работать. Она тщательно следит за своим питанием, занимается специальной гимнастикой и старается сохранять позитивный настрой. Ее поразительная откровенность помогла многим людям узнать больше об этой страшной и невидимой болезни. 4 место. Ким Бом – вечно молодой и невероятно обаятельный актер, который прославился на весь мир после феноменального успеха дорамы «Мальчики краше цветов». Трудно поверить, но этот энергичный парень с лучезарной улыбкой долгие годы страдает от генетического дегенеративного артрита. Этот пугающий диагноз был поставлен ему еще в возрасте около 20 лет, что стало настоящим шоком для всех его поклонников. Дегенеративный артрит – это тяжелое хроническое заболевание суставов, которое приводит к постепенному разрушению хрящевой ткани и вызывает сильнейшие боли при каждом движении. Болезнь не поддается полному излечению, поэтому актеру приходится постоянно проходить курсы сложной терапии, принимать сильные медикаменты и соблюдать строжайшую дисциплину. Несмотря на постоянную боль, он продолжает активно сниматься, демонстрируя зрителям невероятную силу духа и настоящий профессионализм. 3 место. Хан Джи Мин – потрясающе талантливая и любимая миллионами актриса, чья искренняя игра не раз доводила зрителей до слез. С 2008 года она вынуждена жить с неизлечимым и крайне изматывающим заболеванием внутреннего уха, которое в медицине известно как болезнь Меньера. Это тяжелое состояние вызывает внезапные и абсолютно непредсказуемые приступы сильнейшего головокружения, невыносимый звон в ушах, потерю равновесия и может постепенно привести к полной потере слуха. Во время обострений актриса физически не может стоять на ногах, что делает съемочный процесс настоящим испытанием. Болезнь не поддается полному лечению, поэтому ей приходится постоянно контролировать свои симптомы с помощью строгой диеты и медицинских препаратов. Ее мужество, с которым она преодолевает каждый приступ ради любимой профессии и преданных фанатов, заслуживает самого глубокого уважения и восхищения. 2 место. Чон И-лю – звезда многочисленных хитовых дорам и один из самых привлекательных актеров современности. В 2016 году он узнал о своем страшном диагнозе – аневризма головного мозга. Эта патология стала отложенным и невероятно опасным последствием ужасной автомобильной аварии, в которую он попал вместе с Ли Мин Хо еще в 2006 году. Сам актер называет эту неизлечимую болезнь настоящей бомбой замедленного действия, так как расширенный и истонченный кровеносный сосуд в его мозге может разорваться в любую секунду, что приведет к фатальному исходу. Это пугающее осознание навсегда изменило его отношение к жизни. Заболевание полностью не излечивается, но Чон И-лю научился справляться с постоянной тревогой, регулярно проходя строгие медицинские обследования. Он продолжает радовать нас новыми потрясающими ролями, ценя каждый прожитый день как величайший дар судьбы. 1 место. Син Дон-ука – выдающийся актер, чья история заставляет сердце сжиматься от боли и восхищения одновременно. В 2010 году, прямо во время прохождения обязательной военной службы, ему поставили страшный диагноз – комплексный региональный болевой синдром. Это крайне редкое и абсолютно неизлечимое неврологическое заболевание, которое вызывает внезапные, долгие и невыносимо острые приступы хронической боли во всем теле без каких-либо видимых причин. Боль настолько сильная, что ее часто сравнивают с ампутацией без анестезии. Из-за этого кошмарного состояния Син Дон-ука был вынужден исчезнуть с телеэкранов на долгих 7 лет, проходя сложнейшие курсы терапии и учась жить с постоянным страданием. В 2017 году он нашел в себе поистине сверхчеловеческие силы вернуться к любимым съемкам, доказав всему миру, что человеческий дух невозможно сломить никакими болезнями.